и добро пожаловать на канал Garnage Life. До этого вы, наверное, помните в предыдущих видео, у меня не получилось протестировать генератор версии 4.1, который работает на трубках и позволяет использовать дополнительно волны для того, чтобы увеличить выход газа. Сегодня мы этот вопрос решили с помощью инверторного генератора, точнее сварочного аппарата. Мы сейчас все это дело уже подготовили и сейчас проведем эксперимент и замерим, можно ли экономить электричество, используя волны ультразвука и ультрафиолета. К сожалению, с микроволновым излучением проблема небольшая, магнетрон вышел из строя, но я думаю, в следующих видео мы обязательно это протестируем. Также хотел сказать, что в предыдущем видео я говорил, что у меня был камень в почке, огромный, прям сантиметровый. Все, остался только шрам. И теперь мы можем с вами проводить маленький эксперимент. Готовы? Запускаем. Все, жидкость уже, здесь дистиллированная вода с 15% щелочью. Подключили мы ее к бутылю Вульфа, который я собрал сам из икеевской бутылки. Значит, ставим мерный стаканчик, берем секундомер и по старинке, как мы это делали, замеряем сначала просто процесс электролиза, потом с ультразвуком, потом ультрафиолетом, а потом в симбиозе ультразвук и ультрафиолет. Замерять будем, я так понимаю, теперь по пол-литра газа, то есть посмотрим, сколько газа, точнее за какой период времени получится набрать пол-литра газа. Первые 100 мл мы просто тупо будем сливать за счет того, чтобы выровнять давление. То есть первые 100 мл снимаем и оставшиеся, точнее мы берем 600 мл, первые 100 сливаем, а 500 наливаем, наполняя бутыль газом. То есть принцип такой: вода расщепляется, в виде газа идет в бутыль, бутыль высвобождает воду, и по количеству воды мы с вами сможем понять, сколько газа вырабатывается за какой период времени в нашем генераторе 4.1. А чуть позже, сейчас идет сборка, мы слегка изменили генератор 4.0, он очень классно работает, и надо было ряд правок ввести, причем один из подписчиков даже сейчас печатает на 3D принтере специальные мембраны, которые позволят довольно четко зафиксировать все трубки в версии 4.0. Ну что, погнали. Включаем наш инвертор. Сейчас он выдает, показывает, что 13 ампер. На самом деле он выдает больше. Давайте померяем. 48-49. Надо открыть, чтобы вода стекала. 47-48. Ну, давайте 48 возьмем. Так, где-то что-то шипит. Ну, модель уже, видите, генератора вся переюзанная. Поэтому неудивительно. Но процесс идет, генерится. Генерится, это самое главное. 47. Так. Через огнепреградительный все это дело поступает. Давайте замерим, сколько вольт. Пять вольт. 6 можно сказать. 5,7. Так, получается 250 ватт мы тратим. Так, трубочки у нас где-то, мне кажется, у нас подспускает. Сейчас проверим, потому что генерация хорошая, а вода не бежит. Где-то подспускает. Надо сейчас пока выключить и посмотреть. Где-то трубка не герметично сидит. Так. О, вот нашел, мне кажется. Так. Ну что, друзья, давайте замерять. 250 ватт. Получается, даже меньше. Потом посчитаем. Сейчас показывает 43 ампера постоянного. И давайте замерим, сколько вольт. Какое у нас напряжение. Так. Видно, не видно. 5,6 вольта. Ну, можно сказать 5,7. Давайте округлим. 5,7 вольта. Генерация идет. Непосредственно в емкости осушается газ.
и уже поступает в бутыль Вульфа. Сейчас мы замерим первые 100 мл, а со вторых, я неправильно сделал, прошу прощения, пока первые 100 набирается, а со второй сотни мы уже включим секундомер и посмотрим 600 мл за какой период времени наберется при данных показателях. Давайте сразу посчитаем. 5,6 вольта умножаем на 44, 45 давайте, ладно. 252 ватта у нас есть. 252 ватта. И теперь включаем секундомер. Так, секундомер. Сейчас 100 миллилитров как появится. Наверное, лучше даже вот так вот сделать, чтобы видно было. Все, погнали. Посмотрим. Давление, конечно, только сейчас нагнетается, и, в принципе, сам электролит у нас нагревается. И понятное дело, что, наверное, в дальнейших экспериментах количество будет только расти. Кстати, удивительно, скорее всего, огнепреградительный клапан не дает выходить, потому что, если обратить внимание по количеству пузырей и по количеству жидкости из бутыля Вульфа воды, то где-то, скорее всего, какая-то ошибка есть, потому что удивительно очень мало капает. То есть получается, если оно так, может, что-то сейчас бросим, чтобы гасить волну, которая там внутри образуется. Не будет так прыгать, наверное, да, вот. Да, уже видно. Вроде нигде ничего не пережато. То есть 100 миллилитров за минуту 20 секунд. Ну, так себе, конечно, показатель. Но давайте дождемся более точные цифры. Сколько уйдет времени на получение пол-литра. Наверное, прилично. По мне где-то как-то подспускает. Потому что удивительно очень. Да, давайте, ладно, 200 миллилитров возьмем, потому что 600 это будет очень долго. 200 миллилитров подходит. Так, еще чуть-чуть. 200 миллилитров за 2 минуты 38 секунд. Это в процессе обычного электролиза. Хотя удивительно, смотрите, насколько сильная генерация идет. Может быть, где-то здесь пропускает. Ну что, оказывается, очень сильно влияет смена полюсов. То есть мы сейчас поменяли плюс с минусом, и внутри поменялся анод с катодом. Хотя на самом деле площади там одинаковые. И у анода, и у катода, если взять и посчитать площади всех трубок. Но, обратите, пожалуйста, внимание. Включаем 42 ампера. И до этого капало, а сейчас прямо ручьем пошло. Вы представляете, как сильно влияет? Поэтому мы сейчас заново все перепроверим и заново все перезамерим. Классно, на самом деле, очень прикольно найти свою ошибку. Блин, и генерация какая-то стала вообще просто. Смотрите, какая сумасшедшая генерация. Блин. Так что, извините,
что так получилось. Честно, сам не ожидал, что плюс с минусом, а полярность так может менять, влиять на выход газа. Но это же красота. Это более точный замер, потому что цифра, сколько я с ним не экспериментировал, с этим генератором, всегда была другая цифра. И это мы сейчас еще не включили ультразвук. Давайте еще раз без ультразвука. Выключаем, сливаем. Это, кстати, Эво материал, очень прикольный. Он как раз и, в принципе, и гасит волны от воды, которая сливается с бутыля Вульфа. Так, сейчас, секундочку. Сливаем, ставим, бросаем. Первые 100 мл, как мы делали до этого, мы сливаем просто, включаем, сливаем. Первые 100 мл. 100 мл есть. И погнали. Так, ну, раз пошла такая пьянка и такой хороший результат, у нас есть возможность сделать сразу, замерить пол-литра. То есть мы будем на 600 миллилитрах тормозить и смотреть, за какой период времени мы набрали пол-литра. Потому что, повторюсь, 100 миллилитров это мы просто непосредственно выровняли давление, подслили. А отмерять будем 500, который сверху. 41 ампер ток. Ток, как я говорил, постоянный. И давайте сразу же посмотрим, не изменилось ли напряжение у нас в системе. Посмотрим, сколько вольт. Так. 5,6. Ну, 5,6. 5,6. И, друзья, смотрите, какой результат. 600 миллилитров. Стоп. За 1 минуту 8. Выключаем пока. И это просто. Нет, Кстати, помогает мне снимать мой сын. Он оператор. Зовут его Платон. Спасибо тебе. Очень классно. Он учится снимать и мне непосредственно помогает. Привет, Платон. Смотри себя на ютубе. Красота. Слушайте, вообще другое дело. Там по капельке, а тут прямо фонтан такой. Ниагара водопад. Все, выполнили эту задачу. Сливаем воду. Сейчас я сразу выставлю амперы, чтобы непосредственно смотреть, какой ток протекает в системе. Минута 8 за пол-литра. Точнее, пол-литра за минуту и 8. Красота. Сливаем. Кстати, смотрите, когда система выключена, она капает. Ну, это вполне, наверное, нормально. Но в целом это небольшая погрешность. Я думаю, меньше 10%. А может быть даже меньше. Смотрите, вот выровнялось давление в системе. И практически уже не капает. Так, обнуляем счетчик. Включаем наш ультразвук. Включаем наш инвертор. Он, кстати, показывает 13 ампер, но чуть лукавит. Так, подождите. Стоп. Сброс. Замерять будем от 100 миллилитров. Я уже заговорился. Вот 100 миллилитров есть. Погнали. Сейчас у нас в процессе электролиза используется ультразвуковая платформа, про которую я вам говорил ранее. Как хорошо, что мы быстренько нашли дефект. И можем продолжить адекватно замерять результаты. Просто фонтаном. Смотрите, прямо какая генерация. Просто
Почему 4.1 я сделал именно с таким количеством трубок? Для того, чтобы газ как можно быстрее покидал наши трубки. Кстати, мы подходим к финишу. Стоп. 1,3. Ну, можно сказать, наверное, что не влияет. А может быть и влияет. Но 5 секунд на 5 секунд быстрее наполнилось. Сбрасываем. И теперь выключаем ультразвук. Выключаем пока наш генератор. Сливаем воду. И сейчас я установлю ультрафиолет. Ну что, поставили ультрафиолет. Включаем его. Берегите глаза. Я как-то, поигравшись, поехал даже в больницу. И мне врачи долго и активно помогали восстановить зрение с помощью разных препаратов. Как раз вот просто смотрел на ультрафиолет. Не смотрите на него, это опасная штука. Это кварцевая лампа, и у нее довольно серьезное излучение. Так, процесс идет. Включаем наш инвертор. И также сливаем сначала 100 миллилитров. 100 миллилитров сливаем. Блин, какая классная. Вот реально, когда разобрались ситуации, погнали. 100 миллилитров есть. Положу вот сюда на очки. Получается, что ультрафиолетовая лампа, она вокруг нее как раз и есть трубки. И эти трубки непосредственно, так, чтобы не смотреть самому, эти трубки как раз и подвержены излучению. Так, 400 миллилитров. Ну, вроде тоже довольно активно вырабатывается, как мне кажется. Так, амперы. 40. Странно, амперы упали. То есть ток почему-то уменьшился. Так. Проспал. 1 минута. Ну, можно сказать, 1 минута и 2 секунды. Выключаем. Выключаем. Блин, удивительно. Но все-таки, если взять в расчет, что цифрам, если можно верить цифрам на секундомере, то действительно ультрафиолет и ультразвук влияют на выход газа. Может быть незначительно, но влияют. И в масштабах этого генератора, может быть, нет результата. То есть если бы это что-то мощное было, большое, и потребляло там, наверное, киловатты энергии, а не там, 250 ватт или сколько у нас там. Я думаю, где-то здесь, наверное, цифра точная должна будет появиться в видео. И это говорит о том, что можно экономить электричество и получать больше газа, используя еще волны. Повторюсь, в предыдущем ролике, я думаю, где-то вот, наверное, здесь ссылка появится на него, где мы пробовали микроволновое излучение в процессе электролиза, как раз на этой версии, там в 2 раза увеличился выход газа. То есть, используя микроволновое излучение, мы смогли увеличить эту цифру. Конечно, новый генератор я хочу собрать более компактный. Эта модель, почему она такая большая, массивная, такая измученная, ржавая, какая-то вся окислившаяся и так далее. Я эту модель собрал для того, чтобы можно было экспериментировать со всеми волнами. То есть, здесь предусмотрено несколько сквозных отверстий. Но они не сквозные, трубки стеклянные, причем они тоже, если не ошибаюсь, кварцевые. Для того, чтобы можно было направить туда какие-то волны, и при этом еще надо было предусмотреть платформу ультразвуковую, что я непосредственно и сделал. Она внутри спрятана здесь, вот ее шнур непосредственно. Сейчас мы с вами попробуем включить ультразвук, ультрафиолет и сам электролизер, и посмотрим, может быть в симбиозе количество газа увеличится, и время уменьшится на выработку тех же пол-литра. Давайте проверим. Ну что, друзья, все подсоединил, ультразвук, ультрафиолет, включу одновременно через удлинитель, наш сварочник включу. Готовы? Достаем наш телефон с секундомером, сбрасываем. Также, нифига себе, там что-то заискрило даже. Красота. Так. Сейчас
Что-то заискрило. Это, конечно, опасно, тем более, что мы тут занимаемся выработкой газа. Так, блин, первые 100 миллилитров проспал. У нас что-то там дымится. Оп. Посмотрим сейчас, что будет. Не взорвалось бы это дело? Так. Погнали. Блин, смотри, как дымит. Показывает всего лишь 40 ампер. 41. А дымит-то так хорошо. Ну ладно, нам нужно провести этот эксперимент. Слушайте, ну по-моему это... Сейчас я выключу пока мультиметр. По-моему, как-то получше. Главное, чтобы ничего не бахнуло. Хочется довести эксперимент до конца. Блин, как дымит-то. Скорее всего, там провода. Чуть где-то там подтекает щелочь. И да, вон видно, даже подкапывает. И скорее всего из-за этого и дымится. Так. Надо дождаться, выждать весь момент, довести до конца. Блин, опасно. В общем, дальше, я думаю, будет интереснее еще эксперименты. Подписывайтесь, если вы чисто случайно... Опа, 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 опа. Стоп. Блин, ну тоже. Все, выключаем. Уже пахнет даже проводкой. Слушайте, ну, выиграли какую-то секунду. Может быть, это погрешность какая-то. И все эти процессы занимают определенное количество времени и не влияют. Но мне кажется, все-таки это влиять должно. Волны должны. Конечно, по-хорошему нужно какое-то профессиональное оборудование, которым можно регулировать диапазон волн и искать более эффективный. Но имеем то, что имеем. И в целом я результатом доволен. В следующем ролике обязательно мы воскресим магнетрон и перепроверим уже, можно ли магнетроном также на большом периоде времени экономить электричество и больше получать газа. Но это уже в следующих видео. Также вы не забывайте, что мы должны будем с вами в следующем видео протестировать на машине генератор 3.1, который как раз собрали непосредственно для машины. Он работает от тока в 12 вольт всего лишь, точнее от напряжения в 12 вольт, и тока всего 10 ампер. Вот, то есть 120 ватт. 120 ватт эта штучка потребляет и довольно эффективно выдает газ. Небольшое количество, и мы проверим, можно ли экономить. Вот. И также еще будет ряд интересных продуктов, интересных разработок, которые, я как ранее говорил, покажем также в следующих видео. И покажу вам одну очень интересную вещь, которую я разрабатывал более года. Это водородные шарики. Для чего они и зачем я их делал, я расскажу уже в следующих видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.